Всем привет! Сегодня я своими руками собрал вот эту клавиатуру. И имя ей Боль 27. И поверьте, она действительно заслуживает это название. На ней не просто больно работать, собирать ее было не большим удовольствием. А как язык смеет, да? А где большой? А нет, блин, ты чё? Хуй тебе! Нашли решение спустя 3 часа. Мы еще не совсем нашли решение. Мне за это тоже никто, кстати, не платит. В момент, когда Paint 27 был уже полностью готов, случилось непредвиденное, а именно... Как же мне пришла идея сборки этой клавиатуры? Изначально я не мог сдержать смеха после того, как впервые увидел эту клавиатуру, потому что она выглядит настолько бесполезно, насколько таковой и является. Итак, самый сложный шаг, который был вообще из всех. По всей России за все время на Авито продавалось всего лишь 2 пейна. Первый пейн был продан где-то 1,5 года назад, и второй купил я. Я увидел на Авито голую плату и понял, что если я не возьму ее, то я буду ненавидеть себя за это. Хотя мой монтажер был категорически против, но я все равно купил эту дичь, даже с учетом всевозможных подводных камней. С ним в комплекте была рассыпуха, а это всякие стоечки, винтики и кейкапы, которые я, разумеется, пристроил себе на клавиатуру, ну потому что они мне нравятся. Ну это Miami Nights от Доми Кей, в общем, крутые кейкапы. На гитхабе я нашел чертежи корпуса. Там предлагался вариант с созданием корпуса из акрила, что очевидно довольно дорого. Поэтому у своего товарища я попросил напечатать корпус на 3D принтере. На улице Рейд, на душе Paint. Сегодня мы забираем корпус для него, а также забираем припой и канифоли. Короче, мы ждали его 16 минут, сейчас он подходит, надеемся. Я уверен. И вот эта вот видная часть, она плохо напечатана. Типа это низ. Это будет видно. Это низ. Центральный кусок кривоват, потому что, короче, он просил припечатать его здесь. Это не страшно, оно же все равно типа вместе скручиваться винтами будет, по сути. Знаете, подарок тебе. Нет, там не то, что ты думаешь, все нормально. Сейчас, я думаю, похаваем. Сделка У завершена. меня все, у меня больше ничего нет. Не знаю, руки пожмите там ради приличия. Да, я с вами соглашусь, что это не самый ровный и гладкий вариант из всех возможных, но это самый дешевый и самый простой. Следующее, что нам нужно проверить, это получится ли поместить все в корпус. Пока что так получилась нижняя часть клавиатуры, я не думаю, что имеет смысл как-то выравнивать ножки и прочее. Нам не хватает центральных деталей, сейчас я буду считать, сколько их должно быть, помимо одной, которая напечатана. Короче, всем снова здорово. Напечатались 3 части корпуса, я уже съездил их забрать. Корпус получился. Но есть одна трещина вот в этом месте на втором центральном слое, одна трещина сверху, и в одном месте он расслаивается. Ну, это было вполне ожидаемо. Ждем следующий день, когда будет паяльник и все свечи будут припаянные. Что насчет переключателей? Я нашел на Авито за 500 рублей кучу паянных Cherry MX Black. Разумеется, не все из них были в отличном состоянии. Мне по факту нужно было только 27. Как известно, Cherry MX Black очень тяжелые и довольно сильно шуршат из-за нейлоновых хаузингов. В общем, переключатели, как и сама клавиатура, сплошная боль. Пожалуй, название полностью оправдано. Вкратце про PCB-шку. Припаяны все конденсаторы, которые были нужны. Изначально я думал, что на ней не будет ни одного конденсатора, и я буду этим заниматься просто полностью сам. Это была основная причина, почему я 2 минуты думал над тем, покупать ее или нет. Целых 2! Единственное, что здесь нужно припаивать, это сами свечи. Захавлю. Давай. И, короче, пока он съебся, переходим к пайке. Самое главное, Не расплавить корпус. не расплавить ничего, что может расплавиться, да. Один из этих свечей, кстати говоря, расположен по-другому. То есть здесь идут нормальный ряд, здесь нормальный ряд. И один единственный К06 сделан наоборот. Я не понимаю зачем, я не понимаю почему. Напишите в комментариях, потому что мы считаем, что это просто мем.
Все, Егорка припаял сколько? 27 свечей вроде как. Ну, 25, 2 я припаял. Но одно дело припаивать, другое дело отпаивать. Потому что если у нас сейчас что-то не будет работать, то мы хер это отпаяем. Покрестимся и надеемся, что у нас все заработает. Все заработало. Самое сложное было завершено. Paint 27 работает, все клавиши есть, у него даже есть подсветка. Сборка корпуса затянется на 1,5 часа. Не хотелось бы, знаешь. Ты хочешь домой к маме кушать? Нет, ты будешь снимать видео о том, как вкручивать винты в Paint 27. Крутить. А вот я сделаю. Крути. Нет, у меня истерика, блядь, поэтому я смеюсь нахуй. А у меня нет, что ли? Да, жарь ее, блядь. Все, вкрутил. Неужели, блядь, спустя ёбаных 40, сука, минут, блядь. Так, напечатаем первое слово на... После 40 минут вкручивания ебучих винтов, я уже, блядь, мне уже похуй. Хоть это моя будущая зарплата или еще. Ну хотя не, если зарплата, то можно еще. Но я решил пойти дальше простой сборки и научиться на ней печатать. И не просто печатать, а побить свой рекорд по скорости в 50 слов в минуту. А как язык сменить, да? А где бэкспейс? А нет, блядь, ты чё? Хуй тебе! Как ты печатать будешь учиться без ошибок? Хорош. 16 VPM. Сколько тебе там надо? 50? Без ошибок получается? Она просто ужасна, она отвратительна вообще во всех смыслах. Короче, наша задача сделать так, чтобы у нее реально были буквы и пробел. Пробел. Потому что иначе Monkey Type ты не натренируешься. Короче, после сборки мы начали проверять клавиши, и буква K перестала работать. Она работала и перестала. Сука, 12 винтов опять выкручивать. Следующее, с чем я столкнулся, это как его прошить. Тогда мы еще не понимали, как легче всего сделать хекс-файл и прочие приколы, поэтому мы просто все создавали через MSys и еще 1000 модификаторов сложности. Сейчас я уже чуть лучше понимаю, как работает кеймаппинг, но по итогу тех экзекуций с ней приняли решение оставить стандартную ванильную раскладку и не пытаться изобретать неведомое чудовище с сотней слоев и прочими приколюхами. Об этом я более подробно поговорю в следующем ролике, где всерьез занимаюсь маппингом и настройкой слоев. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить это видео. Ну, в общем, вот отрывок с того дня, как мы пытались прошить эту имитацию клавиатуры. Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Шел уже 3-й час того, как мы прошиваем Paint 27. Нашли решение спустя 3 часа. Мы еще не совсем нашли решение. Дай мне это говно в руки, блядь. Я сейчас им все по полочкам распишу, сука, что и как, кто и где находится. Короче, тут чипсет, на нем есть контакты. Если я контакты зажимал конкретно... В момент, когда Paint 27 был уже полностью готов, случилось непредвиденное, а именно оторвался разъем microUSB с ProMicro. Пускай он бы просто отвалился, его можно было бы припаять обратно, однако это оказалось практически невозможно, так как оторвались еще и 2 дорожки, которые восстановить в домашних условиях просто не удалось. Поэтому мы заказали ProMicro на Type-C. Окей, я изначально, в принципе, не был доволен тем, что Paint на microUSB, потому что у меня все на Type-C, типа, я не пользуюсь microUSB вообще. Спустя месяц мы дождались ProMicro и припаяли его на место сломанного. Теперь вернемся к главной задаче, а именно печати на этой клавиатуре. Лично я использовал TypeRun, на котором я просидел порядком 2 недель, для того, чтобы хотя бы понимать, где и какая клавиша находится, без серьезных раздумий. Короче, вот к чему я пришел.
У меня все же не получилось добиться высокой скорости печати на этом, потому что тут как минимум нету бэкспейса, да и есть еще одна причина. И эта причина заключается в том, что вместо того, чтобы печатать английское слово на английском, я печатаю английское слово на русском. Короче, я так и не смог приблизиться к высокой скорости печати, но зато теперь на клаву совсем не смотрю, когда печатаю. Ну, на том спасибо. Кинули просто. Грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули. Подведем итоги. Стоила ли эта клавиатура... Блядь, сука, я не могу без смеха этой хуйни говорить. Стоила ли эта клавиатура столько времени и денег? Разумеется, нет. И если хотите, чтобы я в следующем ролике добавил на клавиатуру еще одну клавишу, то подписывайтесь. Да тебе ничего добавлять уже не надо. Пиздец.